Война. День 384. Ситуация на фронтах. Воздух. Появились кадры, подтверждающие, что россияне начали использовать собственный аналог умных бомб JDAM. Причем, судя по тому, где их находят, эти бомбы даже умнее тех, кто их запускает, так как падают они на оккупированную территорию и к тому же не взрываются. Так, одну такую бомбу обнаружили в Куйбышевском районе города Донецка. Она не разорвалась. Вероятно, сейчас россияне лишь испытывают подобную технологию, и если им таки удастся сделать эти бомбы действительно точными и чтобы они еще и взрывались, это может создать серьезные проблемы для украинских защитников. Напомню, что США передали такие бомбы для ВВС Украины, и уже есть кадры, косвенно подтверждающие их применение. В отличие от российских аналогов, у американцев эта технология давно отработана, и тут скорее проблема может быть в советских носителях, которые их сбрасывают. Восток. Украинский генштаб сообщил о отражении российской атаки на Двуречное. Это было бы невозможно, если бы российские войска хотя бы частично не контролировали Граниковку. Таким образом, россияне не оставляют попыток выйти к реке Оскол. Но южнее они пока даже не достигли реки Жеребец, хотя за последние месяцы им и удалось отодвинуть украинские войска от трассы Р-66. На правом берегу Северского Донца бои продолжаются в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного, но продвижений замечено не было. Тяжелая ситуация остается в Бахмуте. На севере от города российские войска постепенно расширяют и углубляют имеющийся выступ. Отчасти им это удается благодаря имеющейся капитальной дороге М-03, по которой они могут осуществлять снабжение наступающих войск. Бои идут в районе Манькивки, Орехово-Васильевки и Григорьевки. Появились кадры, подтверждающие, что наемники Вагнера вошли на завод цветных металлов на севере Бахмута. Это то место, куда еще в декабре приезжал президент Зеленский. На юге города россияне также атакуют, хотя каких-то продвижений тут замечено не было. Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Краматорска, убив и ранив там мирных жителей. Дальше бои в районе Авдеевки, где у российских войск имеется незначительное продвижение в ближайших селах. Так, на севере им удалось продвинуться в Веселом и Красногоровке, а на юге от Водяного в направлении Северного. Также россияне активно стали использовать авиацию в этом районе. В Марьинке идут бои, хоть город уже полностью разрушен. Угледар также подвергается российским атакам. Что любопытно, атаки идут ровно теми же маршрутами, что и десятки неудачных до этого, и как следствие с тем же результатом. Так, в последней атаке они успешно потеряли 2 танка, 1 Т-80БВ и 1 Т-72Б3, и 1 БТР-82А. Дальше обстрелы вдоль линии фронта, но без каких-либо продвижений. В районе Мариуполя россияне усиливают линию обороны и роют окопы, вероятно опасаясь приближающегося контрнаступления украинских войск. Спасибо за просмотр, как всегда буду благодарен адекватным комментариям, лайку, подписке и колокольчик тоже не забывайте.